Ныряю. Срочно мне нужно в бар. Типа бомбоубежище, ну какое-то убежище для людей в случае нападения. Еще какие здесь яхты стоят. Вот что. Кстати, паркинг в этом отеле, смотрите где. Кто хочет учиться в Испании и интересуется вот городом Картахена, здесь есть университет. Я иду по такому сказочному лесу. Посмотрите, какие они огромные. Кроссовки и хорошее настроение. Пойдемте с нами дальше гулять по этому замечательному городу. А потом посидим, попьем чашечку кофейку. Привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал «Мы в Испании». С вами по-прежнему Татьяна. И Алексей. Всем привет! Мы сегодня едем в интересный город, который называется Картахена. Он находится в регионе Мурсия, в комунидаде Мурсия. Кстати говоря, он основан в 2027 году до нашей эры. В нем проживает сейчас где-то 216 тысяч человек. На 2020 год такую в Википедии я прочитала информацию. Мы пройдемся по этому городу, покажем вам интересное, что там работает. Может быть, заглянем в какой-нибудь музей, посидим в кафешечке, как обычно, выпьем чашечку кофе с молочком, покажем вам цены, ну вообще, что там происходит. И кому интересно, оставайтесь с нами. Будет очень здорово погулять по городу Картахена. А сегодня на дорогах пробки, очень много машин. И вот мы смотрим каждый съезд. Огромное-огромное большое количество людей едут, видимо, на море. Сегодня у нас 28 градусов, жара, лето. Мы едем в Картахену. Поедемте с нами, друзья. Да, видео будет интересно тому, кто не был в Картахене, а также те, кто был, но не был в том месте, которое мы вам сегодня покажем. А может быть, кто хочет сюда приехать на отдых или пожить немножко в городе Картахена. — 31 градус, друзья, в Картахене сегодня у нас. Смотрите, какая жара. 14-12. Самое жаркое время. Мы увидели свой город. Санкт-Петербург. О, Санкт-Петербурго. Москва есть. И Москва есть. Москву. Париж есть. Где Москву? Где? Покажи мне еще. Москву. А, Москву. Вот здесь Париж. Рига, кстати, попалась. Париж. Прага. В общем, много-много городов. Ищите свой город. Есть? Турин даже есть. Есть ли тут ваш город? Пишите под Вена, видео. Хельсинки. Вот, Хельсинки. Хельсинки нашли. Классно. Это все вот здесь, на этой центральной площади. Смотрите, вот у этого красивого здания. Как бы нулевой километр. А там венецианская карусель. Супер. Красота. Базилика эта, друзья, сейчас находится на реставрации. Она закрыта. Но, видимо, очень красиво внутри. И когда она откроется после реставрации, мы, конечно, ее посетим обязательно. А сейчас вот имейте в виду, в Картахене базилика на реставрации. Закрыта. Здесь приятно, свежий воздух, Мы хорошая погода. под тополем. Нас, На Плющихе. да, под тополем на Плющихе. Сегодня хорошая такая погода. Смотрите, солнышко, небо голубое. Ну, кстати, на солнце так очень жарко стало. Солнце стало такое жаркое, сильное. Мы сегодня ветерок обдувает просто прекрасно. Гуляем по Картахене, друзья. Взяли вас на прогулочку. Кто бывал в Картахене, пишите. Нравится вам этот город? Я его просто обожаю. Здесь очень много старины, много интересностей, много раскопок, много римских вещей. Приятные улочки, красивые здания. И просто замечательное такое походное настроение создается. Походное такое настроение. Ладно, пойдемте с нами дальше. Берем мы свои телефоны, камеры. Кроссовки и хорошее настроение. Кроссовки и хорошее настроение. Пойдемте с нами дальше гулять по этому замечательному городу. Vamos. Шиповник уже отцвел, и теперь смотрите, какие здесь плодики. Можно прям собирать и в чай добавлять. Друзья, кто любит всякие раскопки, исторические всякие вещи, вот, пожалуйста, район Малинетты, да, вот это все раскопки, где мы только что сейчас остановили машину, где вот эта базилика,
Ходите, гуляйте, ищите все вот здесь, вот в раскопках. Можно всякую интересность найти, историческую. Да? Я вот знаете, что люблю, друзья, еще, что в Испании всегда есть, когда не знаешь, когда заранее не готовишься, всегда приходишь, а тут все тебе расскажут, все напишут, все подскажут. Святилище посвящено божеству римского пантеона. Вот типа здесь Капитолия, вот, да. где-то, видите, здесь ступенечки такие были, вот здесь вот было такое... 2 террасы было, мощные подпорные стены. То есть представляем, да, друзья? Там был наверху храм построен. Вот он, наверное, вот этот храм, да? Ну, так приятненько гулять. Вот там тоже археологический музей внизу. Впереди у нас будет порт. Туда мы тоже потом дойдем. В общем, любители истории, милости просим, город Картахена. Тоже очень интересно. И, кстати говоря, от Тривьехи, ну, в принципе, я не знаю, минут 30-40, наверное, да, не так далеко. Почему говорю? Потому что в Тривьехе много русскоязычных наших соотечественников. И с автобусной станции ходят автобусы. Поэтому... Смотрите расписание, у кого нет автомобилей. Можно путешествовать по всему побережью. Смотрите, какая красота цветет. Ух. Сейчас вам покажу. Кстати, в прошлый раз мы были вот на той горе, а вон там тоже замок. Ну тут все, я так с понимаю. правой стороны замок. Вообще Картахена, по-моему, ее ни разу никто не захватил. Очень такие мощные были. Мы сюда на пушке ездили. Да, сооружения, они, кстати, до сих пор вот смотрите видео на нашем канале, поищите, там очень интересно тоже поездочка на пушке. Да, и вот там очень красивый дом. Дорожки очень удобные в таких местах, как я всегда показываю, потому что есть люди, которые путешествуют с детьми, в колясочках, есть люди с ограниченными возможностями. То есть здесь вот можно спокойно перемещаться. Такая асфальтированная дорожка, даже детская площадка есть. В тени деревьев можно отдохнуть. Вот водичку мы сегодня не взяли с собой. Вообще лучше, конечно, брать. Солнце палящее, лучше защищать себя от солнышка, наносить соответствующие средства. Мы с Алексеем предположили, что вот это вот типа бомбоубежище, ну какое-то убежище для людей в случае нападения, в случае каких-то этих самых опасностей. В период гражданской войны с 1937 по 1938 год, видимо, вот эти сооружения использовались как бомбоубежище, по-нашему говоря. То есть убежище для людей, где люди могут в безопасности спрятаться. Вот такие вот они и есть по ходу нашего движения. Старые какие-то башенки, красивые горы. Сейчас, подожди, интересно, ты расскажешь сейчас. Я подойду поближе, потом Розы покажу. Не, я говорю, просто очень красивый город, и видно все строения, видно горы, видно эту... Самое интересное, друзья, на каждой горе видно крепостные стены. Я представляю. А здесь показана часть стены, которая в отечественном состоянии сохранилась. Вот как раз вот эти вот участки. И вот эта стена, она полностью защищала город Картахена. Удивительная конструкция, конечно, этих ветряных мельниц. Видно, что был подвал, видно, были камни, которые вращались, деревянные шестеренки и сами паруса, которые в виде винта раскручивали этот механизм. И вот мы видим эту же мельницу с этой стороны, а там дальше на соседнем склоне вот находится еще одна такая же. Так что вот это новый археологический какой-то музей, который открыл королевская особа Филипп. Вот какой-то новый музей. Мы здесь еще не были, но обязательно посетим, взяв сюда младшего сына. Ему тоже будет очень интересно. Вот такая здесь красота, друзья. Вот, друзья, посидели мы сегодня, спустились с этой горы, которую только что вам показывали. Вот там за спиной остались всякие раскопочки, а мы идем к... Куда мы идем, Алексей? К порту, к набережной, в сторону набережной. Потихоньку спускаемся с горы. Да, там тоже нам очень нравится, очень красиво, всегда там можно покататься, обзорную экскурсию какую-то такую водную сделать. Хороший катамаранчик. На катамаране, да, мы плавали с мальчиками, в общем, нам очень-очень нравится. В Картахене тоже интересно. Там, кстати говоря, есть музеи разные интересные и где-то какое-то учебное заведение, университет, по-моему, да, в Картахене. Да. А вот это тоже раскопки, видите, то есть вот это все раскопки. По-моему, это бесплатный доступ, да, ты сказал? Да, не
недавно, вот, который открылся музей. Недавно открылся, Алексейского говорит, я так перевожу, суфлирую. Мы здесь не были, и вот это римский, с римских времен, тоже очень интересно, я думаю. То есть, я так понимаю, вот с этой горы мы и спустились, где-то здесь вот мы отдыхали. Вот это вот мы смотрели укрытие здесь, видите, то есть укрытие в гражданскую войну, которую я вам показывала. Вот это вот мы видели, эту башню. Алексей еще ходил вот здесь, вот снимал. И вот так вот мы спустились, и теперь мы видим вот эти раскопки, которые мы показывали вам сверху, которые вот они. Так что видите, сколько интересного исторического вы можете посетить в городе Картахена. Идешь так по улочке, а тут гул такой впереди, да? Гул такой раздается. Люди, видимо, там где-то кафешки. Ладно, сейчас мы выйдем на эту улицу. А мы пройдемся по улочке. По улочке. И Фроше. Магазин закрыт сегодня. А почему сегодня? А, сегодня праздник. Выходной, да. Магазинчики такие. Улочка приятная. 1920 год сделано. Да? Улица Майор, старшая улица. Классно. В тени вообще так классно. Зашли мы в такую теневую улочку, здесь так хорошо, приятно, прохладно. Да, тут вот построены улицы грамотно, видимо, специально, чтобы в сильную жару здесь создавалась такая тень, и не было палящего солнца, и можно было спокойно ходить, гулять. Вот так вот солнце не печет голову. В общем, Самое классно. На самой плитке мы увидели специальный значок, в котором написано, когда это было сделано. И построена эта улица, вымощена мрамором в 1920 году. Да ты что? Мы гуляем вот уже столетия. Вот прям плитка под нашими ногами, которую я сейчас показываю, она 20-го года? Да. Вот так вот, друзья, представляете, как исторически интересно. Ну, может быть, ее там как-то ремонтировали, но сам факт, вот она всех времен. Ну, то есть есть какие-то моменты такие вот исторические. Ой, там кто-то... Вот такая вот узкая улочка с домами, которые создают тень. Видите, как классно. Мы идем по такой теневой улочке. Какие-то магазинчики открыты, что-то закрыто. Здесь машины ездят. То есть это не пешеходно. Ну, мы успеем отскочить в разные стороны, если машина поедет. Вот какой-то красивый собор сейчас. Да, да. Кто знает тоже картахеняне или картахенцы, пишите, что это за красивый собор. Мы вот не подготовились. Вот это я, честно говоря, про него ничего не знаю. В следующий раз подготовимся, обязательно запишем. Случайно вот он увиделся на улице, но очень красивый. Посмотрите, орнаментально очень красиво. Узор такой. Такие интересные витражные окна. Да. Estrella de los Mares, ayuda a tus hijos. Звезда морская помогает твоим детям. Ну, вот такая вот улочка, как я уже сказала, тенистая, приятная, которая ведет нас к морю. Какие красивые дома, смотрите, красота. Архитектура просто обалденная. Да. Вообще интересные. И новые дома, и старые, это реставрированные, пиано реставрируется. Звездная цена. Смотрите, какая интересная табличка. Мы действительно говорим немножко по-английски, но мы готовим лучшую паэлью. Классная вывеска, друзья. Смотрите, какая интересная табличка. Гранд Отель. Очень красиво. Ага. Ну, всегда все можно прочитать. Мы даже не будем претендовать на звание гидов. Просто показываем вам ту красоту, которая эстетически нас восхищает. Алексей вот тоже делает фото в Инстаграм. Смотрите, в Инсте много фотографий и видео, которые не входят сюда. Ну, такие домики, видите, вот какая красота. Что-то даже продается. Все венде, продается, телефончик. Можете звонить и приобретать. Вот витрина красивенькая мне попалась. Магазинчик такой приятный. Мне кажется, что-то французское мне навеяло. Вот это такая красивая этажерочка. Чашечки такие. Извините, что пальцем показываю, но просто вот такой красотой захотелось поделиться немножечко, да? Стиль такой
То ли Прованс, то ли что-то с намеком на Прованс. Интересно, да? Кружечки, я где-то такие видела. Это очень красиво. Очень интересные магазинчики есть здесь в Картахене. Так что ходите, гуляйте, смотрите. Ну и наши любимые с Алексеем входные группы. Мы не можем там 2 шага пройти, потому что Да, очень красиво. Смотрите, вот каждый дом можно рассматривать. Ну, не каждый, но вот есть дома, которые можно рассматривать прямо и рассматривать. Да. Очень красиво. Фонари такие. Мы так очень любим любоваться вот такими всякими. Балкончик, смотри, красиво. Мы один раз во Франции видели, молодой Да. человек вышел, ну, в чем матерь была, просто покурить. Ну, это его право, его право. Было очень интересно. В общем, очень красиво. Очень, смотрите, какая красота. И мне нравятся вот эти кафешки. Сидят в тени себе люди, балдеют, отдыхают. Так что сегодня мы вас немножечко знакомим с городом Картахена. Вот дом красивый, да. Смотрите, какая красота. Красивые балконы. Ты думаешь, это деревянное, да? Вот это все резное. Возможно. Очень красиво. Вот это Картахена. А домик, смотрите, 1900 года видно, потому что написано на балконе дата постройки. Очень красивые балкончики такого французского стиля. Достаточно молодые. 1900 год, да. Какие-то на ремонте уже. Ну, пойдем прямо по улочке с кафешками. Видите, много, кстати, и пустует кафешек. Мы гуляли по этой улице? Да, мы спускались сбоку и выходили как раз на набережную. Вот в этом крайнем кафе мы сидели, всегда кофе пили, да, по-моему, да? Выходим к морю, к набережной. Все близко, городок Да. приятный для пешеходных прогулок. Очень приятный, да. Очень приятный городок, много кафешек, много всего вот интересного. И, кстати говоря, туда направо будут музеи. Ну, в общем, интересно, здорово. Гуляем просто немножечко. Стены Алексей увидел испещренные какими-то снарядами, видимо, с гражданской войны. А вот это отель, друзья, вот справа. Называется Картахена. Это какое-то, наверное, административное здание слева, я так полагаю, то, что тут флаг. А вот здесь отель, 4 звезды, по-моему. Отель Картахена. Смотрите, как приятно, уютно, красиво. В общем, классно, тоже можно остановиться и практически в центре, практически рядышком, да, и прямо в порту, ну, на набережной, вот здесь, видите. Какой-то, кстати, смотри, ты видел, этот контейнеровоз поплыл. Так тоже здорово. Кстати, Интересно. агенция трибутарии. Угу. Ну, так вот, такой вот он милый городок. Столько интересного. Сейчас мы еще прогуляемся чуть-чуть по набережной, покажем вам, наверное, технический университет и выпьем чашечку кофе. Так что, кому интересно, гуляем, друзья, с нами дальше по городу Картахена. У нас сегодня свобода. Мальчики заняты своими делами, и мы сегодня Получаем гуляем. удовольствие от жизни. Гуляем. Кстати, паркинг в этом отеле, смотрите где. О! Лифт, паркинг, видимо, внизу. Так что, кто остановится, имейте в виду, высота машины и ширина учитывается. И вот кто нас, молодежь, смотрит, или у кого есть дети, кто хочет учиться в Испании и интересуется вот городом Картахена, здесь есть университет политехнический. Посмотрите, мы к нему подошли. Он находится рядом, буквально вот от центра, где мы только что ходили. Видите, вот этот отель, центр, площадь, набережная, да, порт, музей и вот университет политехнический, я так понимаю, он вот здесь находится. Онлайн-обучение на экономии официально. Да? Ну, в общем, разные, видите, здесь обучение отсвечивает у меня. Вот так вот. Вот такое вот здесь местечко. Сайт, соцсети, подписывайтесь. В общем, мы гуляем дальше, показываем вам все самое интересное. А я люблю такие городочки, где есть университеты, где много молодежи,
Вот этим мне понравилась, например, Валенсия. Когда нас спрашивают, расскажите, а нравится ли вам там Аликанте, чем Валенсия, Картахена. Вот мне нравятся те города, в которых много молодежи. Тебе нравятся города, да. где много молодежи, где есть университеты, да? Я вообще считаю, что тот город, где есть университет, где есть театры, где есть культурная жизнь, это очень замечательные города, в них приятно находиться, приезжать, жить. Кстати, вот пишите, кто живет в Картахене или кто знает и кто был, какие здесь есть театры интересные или концертные залы, которые вы посещали. Поделитесь с нами, друзья, чтобы мы тоже могли посещать, потому что вот наши друзья, они ездили в Мурсию, концертные залы, посещали раньше, еще там пару лет назад. Они раньше для себя открыли Испанию, и поэтому вот это успели посетить. У нас это в планах, конечно. Пишите, кто нам посоветует, что посетить в Картахене такого культурного, какие-то театры, концертные залы, что интересное, что бы вы могли нам посоветовать. Кто вот старожилы Испании, не жалейте этой информации, а поделитесь с нами и со всеми нашими зрителями. Года полтора назад здесь была реконструкция римских боев. Помнишь, мы Да, приезжали? да. Тоже очень интересно. А впереди очень интересный скверик, сейчас мы вам его тоже покажем. Так что, вот, кого заинтересовала Картахена, сейчас вам покажу, обалденно красивые. Смотрите, какая красота, какие красивые растения. К сожалению, я не знаю их названия, но очень красивые. Вот сейчас цветут деревья здесь такие, которые называются жакаранда. Они цветут таким же сиреневым цветом в Испании. И вот здесь вот такая красота. Такая красотень. А вот здесь я присела сейчас просто передохнуть. Совсем близко уже до порта осталось, до набережной красивой. А впереди меня вот какие-то исторические такие музейные здания. И сзади тоже. Очень интересно. Вот тот музей мы рекомендуем вам, потому что мы его уже посещали с мальчиками. Вот, очень интересные музейчики. Вообще интересное, красивое место. Здесь вот тоже приятненько так посидеть. Правда, вот туда, куда сел Алексей сейчас, на эту металлическую, жаркую сковородку. Я только что плюхнулась и поняла, что я ошиблась. Представляете, вот это из металла. Это ужас. Оно на солнце стало вообще горячее, наверное, 100 градусов. Да? Ну, в общем, такое интересное место. Вот, в принципе, Картахена тоже приятненький город такой. И с исторической точки зрения, и красивые места есть, и места для учебы студентов, и проживание, наверное, здесь тоже приятные путешествия, и отдых. Есть свои плюсы, есть свои минусы, как во всей Испании. Вот, поэтому вот так вот. Пишите ваши впечатления, а мы идем гулять дальше. И кому нравится гулять с нами по Картахене, по городу Картахена, пойдемте дальше. А потом посидим, попьем чашечку кофейку. А мы подводную лодку кусочек покажем? Только кусочек. Все мы здесь не показываем. Самое интересное мы оставляем для того, чтобы вы с удовольствием сами путешествовали, смотрели этот замечательный город. Потому что если мы все вам покажем, то вы никогда сюда не приедете. Скажете, мы все уже увидели. Вот там вот выставку «Субмарин», да? Да, тут не будет видно все равно. Сейчас я попытаюсь вам показать. Сейчас мы вам покажем еще, какие здесь яхты стоят. Вот что. Что здесь есть. Тут такие бывают шикарные яхты. Пирс вообще обалденный. Вот там вот смотрите. О, на фоне. Постою на фоне шикарных яхт, друзья. Смотрите, какая красота. Вот классно, да? Говорила, что она не очень любит плавать. Я не очень люблю плавать на яхте. Я просто любуюсь красотой яхт, но плавать я не люблю. Потому что меня укачивает периодически. Все это меняется. То хорошо, то плохо, то никак. Вот, поэтому плавать я особо там не люблю. Ну или гулять, прогуливаться на яхте, ходить на яхте. Но любоваться мне нравится. Яхтами, портом, морем. Классно. Интересное название яхты. Как называется? Grand Curiosity, как марсианский. Так, а здесь вот можно пройтись, да? Ну, в общем, вот такая красота, друзья. Вот это музей слева. Там будет центральная площадь, которую мы обошли. Порт с яхтами справа. Вот такая красотень. Жара неимоверная сейчас. Мы, наверное, сгорим с Алексеем.
Хочу сказать, что мы уже несколько раз приезжаем в город Картахена. Мне вот это место кажется самым красивым, наверное. Вот я не знаю, если кто-то живет здесь, может быть, более красивые места здесь есть в городе Картахена. Или вы согласитесь со мной, что это самое красивое место. Вот на мой взгляд, вот это самое красивое место. Порт, яхты, вот эти вот пальмы, скверик, музеи, выход к морю. Самое живописное такое шикарное, красивое местечко, где приятно всегда прогуляться, и в кафешечке посидеть, и музей посетить. Ну, просто так как-то вот полюбоваться. Самое интересное, владелец этой яхты Рейнхольд Юрт. Сейчас мы раскроем все тайны про владельца вот этой яхты. Любопытно, когда видишь такую яхту, да? Кто владелец? Огромную. Рейнхольд Юрт. Откуда он? Из Англии. Англичанин какой-то. Ну ладно, мы не будем раскрывать его дальше, тайны. Мега-яхта, 85 метров. Наверное, на обслуживание здесь. Предприниматель. Пойдем, может, попробуем местный сервис и кофейку? Да, с удовольствием. Да? Ага. Да, Экипаж яхты 26 человек. 26 человек. Отлично. А тебе как, Алексей, кажется, какое самое красивое место Картахены? Самое красивое место? Да. А мне вот нравилось, когда мы заплывали вот за эту бухту, там Да? очень красивые бухты. А мне вот это место очень нравится. То есть выход к морю, порт. Вот тот скверик, который мы только что с красивыми сиреневыми цветами прогуливались. Кстати, впереди там еще один музей. Да, музеи, центральная площадь. Вот это вот местечко, мне кажется, Ну да, таким приятно, самым таким приятным, да? удобно. Пушечки стоят вот эти музейные. Вот. Тут мы какие-то пушки даже смотрели здесь с российского корабля. Даже. И фигура вот того несчастного дяденьки справа. Вот красивое здание. Пойдем сидим. Мы же не в порту будем сидеть, а вот туда пойдем, да? Да, да, На улицу. конечно. На какой-нибудь тенистой улочке. Я постою в тени. Я постою Кстати, а тени, да. катамарана нет сегодня. Он, наверное, куда-то плыл. Велодорожечки, как везде. Видите? Танюша, а ты видела, там подводную лодку делают? Вот черную? Да? Да. Нет, не видела. Здесь судовес. Вот здесь вот поэтому я и говорила, мы уже записывали ролик, что в Картахене, сейчас не знаю, будет ветер, наверное, в Картахене у них с работой, я читала, очень хорошо, потому что у них разные производства есть, какие-то производства удобрений, Даже и вот это нефтяные верфи. платформы здесь собирают. Да, да, да. То есть с работой у них хорошо, у них здесь рабочие места и есть. Вот. Ну, насколько я читала, не знаю, насколько это соответствует соответствует действительности, но мне кажется, эта информация, в общем-то, логичная, судя по тому, что видишь. Некоторые вон с музоном ездят. Классно. Колбасится. Идем на пешеходник. Как красивенько, еще фонтан какой-то. Уф, как жарко, я прям упарилась, не могу. Сейчас бы в бассейн наш закрытый. Нет, сначала чашечку сервис. Вот какая красота, видите? Розы у них уже вовсю такие цветут, отцветают. Фонтаны, пальмы. Красота. Вот спасение. Спасение – это фонтан. От него такой холодок приятный. Мы сегодня сгорим. Смотрите, какая красота. Да? Видишь, петуни здесь тоже так хиленько растут. Им очень жарко. Алексей пошел почитать все таблички, которыми увенчан и увешан вот этот фонтан. Все, я больше не могу. Ныряю. Срочно мне нужно в бар. Срочно. Срочно, да. Срочно. Побежали. Ну что, друзья, сегодня очень жарко. Я не в целях рекламирования, но вот не выдержала. И Канюшку попросила со льдом, потому что жарко невозможно, да?
Мы решили. Вначале я хотела кофе, как обычно, по нашей Градусов 40, традиции, наверное. кафе кон лечи, то есть сказать вам, сколько стоит. Но не выдержали мы, потому что в Картахене, по-моему, жарче, чем у нас там, да? Как Камареро очень смеялись, когда Татьяна заказала унаканю со льдом. Нет, я говорю, что мучу колор, мучу колор сегодня. Очень жарко, да, пришлось, видите, там лед. Обычно я не люблю напитки со льдом так пить, а вот сегодня хочется этим льдом прямо с ног до головы утереться как-то, да, приятно холодненькое. Кстати, В общем, я не в целях пропаганды сервесы, но чтобы кстати, немножко охладиться. шли туристы без маски, их остановила полиция вот, и попросила надеть маски в жару. Представляете? Кошмар, сейчас я переверну на нас, мы поделимся впечатлениями. Ну, Вот, а напротив шли туристы без масок, их остановил патруль и попросил вежливо надеть им маски. Представляете, в жару в 30 градусов ходить в этой маске, а у них причем у них черные маски. черные маски, еще такие в виде Черные этого. маски. Хочу сказать, что пока, вот Алексей вчера прочитал, что якобы это продлевается до 30 июня. Маска ношения. До 30 июня, представляете? Сегодня очень жарко. А сейчас прям. такая жарища, что вот, невозможно. Лучше гулять такими улицами, где По нет тени. никого народу, по тени, или сидеть в кафешке, или нести с собой бутылочку с водой. Я не знаю, там яблоко, просто. Мы шли с мороженое. Кулешовой улицы, свернули на Тенистую и решили посидеть в тени. Да, так что вот, охлаждаемся, отдыхайте вместе с нами, надеемся, что это видео И вам интересно и полезно немножечко. Оставайтесь с нами, мы, может быть, дойдем, покажем все-таки еще римский амфитеатр. Нет, сегодня точно не дойдем, у меня уже как-то... Тогда не оставайтесь с нами. Сегодня очень жарко, муча колор сегодня, поэтому я пас. Но что-то очень-очень интересное мы вам еще сегодня покажем. Так что смотрите дальше наше видео. Ну и, конечно, не удержались мы, друзья, от пиццечки. Видите, какая пицца. Все-таки ходили, бродили, устали, потратили калории. Вначале не хотели ничего есть, но потом купили вот такую пиццу. Решили все-таки себя побаловать. Вот так, друзья. Такой хороший сегодня денек. Сегодня среда. А кажется, что выходной, да? Вот такой праздник сегодня в Мурсии. День, кажется, Мурсии. И мы тоже отдыхаем, так как наш младший сынок, он сегодня отдыхает. Друзья, Картахена мне очень нравится. Это прекраснейший город. Мне даже больше нравится, чем Аликанте, потому что здесь очень много технических музеев. Здесь музей морской, есть артиллерия. Но в Аликанте тоже есть музей, и театр, и университет. Нет, все равно здесь такой, более такой технический и приятная бухта. Очень замечательные фортификационные сооружения, которые видно там с двух сторон город. Вообще мне этот город очень нравится, и он очень прекрасный. Да, но Аликанте тоже хороший городок, там хороший университет. Очень уютный, большой. Вообще все города красивые. Вот. Не будем никого обижать. Мне тоже нравится Картахена. Ну, вот как-то так. Такое у нас сегодня путешествие. Я как путешественник, мне нравятся все города, в которых приятно находиться и получать удовольствие. Да, согласна. Справедливо. 15 евро у нас получилось. Это центральная площадь Картахена. Пицца 7,20 и канье евро 90. Вот так вот. Тебе понравилось, да? Вкусненько. Конечно, мы здесь не первый раз. Сейчас народу, кстати, очень мало, хочу Пицца сказать. очень вкусная, да. Очень мало народу. Видите, практически вообще нет. пустые столики, очень мало. Местные как-то не очень, туристов практически нет. Большую пробку мы видели, люди ехали на пляже. Видимо, наоборот, мы сюда, а не к нам, в нашу сторону. Так что сейчас двигаемся обратно и покажем вам сейчас самое-самое интересное для тех, кто досмотрел нас до конца. Маленькая вишенка на тортике сейчас будет впереди, так что не выключайтесь. Буквально сразу. Смотрите, увидите. Ну и вот, друзья, самая вишенка на торте, то, к чему мы так долго шли, это вот эти старые руины. Для тех, кто понимает историю, кто ценит историю и любит вот такие места, тот поймет. Вот это все старое, вот там вот римских времен, вот там дальше по курсу, и вот это вот такая красота. Это как кафедральный собор Санта-Мария-ла-Майор. Видите? Да. И дальше римский амфитеатр. Вон туда, прямо по курсу, там стоят люди. Маленький еще бонус тем, кто досмотрел наше видео до конца. Возможность украсить дом вот такими цветами.
вы можете точно так же украсить свои фазенды, свои дома, свои виллы, квартиры. Посмотрите, какая красота. В Париже видели такой же. Какая красота. Шикарный, красивый домик. И еще, друзья, под конец этого ролика, для тех, кто досмотрел, несколько будет вишенок на торте. Еще одна вишенка. Это вот такие деревья огромные. Смотрите, кто видел в Картахене вообще где-нибудь такие огромные фикусы? Это фикусы, которые мы обычно выращиваем в наших горшочках дома. Посмотрите, какой он огромный. Сейчас я встану на его фон, и вы увидите. А с другой стороны точно такое же дерево. Сейчас я к нему подойду, покажусь на его фоне, и вы увидите какое-то огромное дерево. Его вы можете найти в Картахене. Ну что, видите, какое огромное дерево? Вот оно. Огромное. Это его ствол или корни, я не знаю. Посмотрите, какое огромное дерево. Это фикус. Кто выращивает дома домашние фикусы? Вон там второе такое же дерево. Такой сказочный лес. Я иду по такому сказочному лесу. Посмотрите, какие они огромные, эти деревья. Просто невозможно. Так что в Картахене вы можете встретить даже такое чудо. Вот так. Тут красивый дом, эти огромные деревья. Это то, что мы хотели вам показать под конец сегодняшнего нашего путешествия. Итак, друзья, вот теперь я смело могу сказать вам вместе с Алексеем пока-пока, до нового нашего ролика на нашем канале. Всем мы пока. в Испании, Маревел. Мы аж, по-моему, загорели сегодня.